привет! Это снова Майк из MarsDAO, и сегодня я вам расскажу про новый крутой проект на MDAO Maker. Он называется Inspect, и на самом деле у него есть уже достаточно хорошая история. Он сейчас переходит на следующую стадию 2.0. До этого он собирал данные преимущественно об NFT и действовал в двух сетях, и эфир, и Solana, то есть самые популярные сети для NFT. Однако сейчас он также отображает токены разных форматов, большее количество сетей поддерживает, также анализирует GameFi проекты, ну и скоро запускает свой собственный токен. Если мы почитаем описание того, что такое Inspect, то он является тем движком, который собирает и on-chain, и off-chain данные, причем off-chain данные, например, он собирает из соцсети Twitter. Ну и on-chain, естественно, о токенах, NFT, вообще в разных блокчейнах, и показывает все это в одном интерфейсе. Тем самым это является отличным тулом для аналитики любого криптопроекта. Сейчас таких проектов нет, они действуют либо только on-chain, либо off-chain. И нет такого моста, который вам поможет сразу все внимательно посмотреть и связать между собой. А это самое главное, потому что если вы, например, зайдете на Твиттер какого-то проекта, то вы не сможете посмотреть информацию о холдерах коллекции. Итак, какие функции самые крутые у этого проекта? Во-первых, он собирает on-chain и off-chain информацию, то есть данные из социальных сетей, открытых источников в интернете и также из блокчейнов. Он может верифицировать токен, является ли он настоящим, либо это похоже на фрод. Есть веб-интерфейс, и также есть Chrome расширение, которое достаточно успешное. Мы видим, что у этого расширения уже более 30 тысяч пользователей, несмотря на то, что это открытая демо. Вот. И также с первого дня проект работает, конечно, на кросс-чейн, то есть показывает данные из разных сетей. Он отлично интегрирован с Твиттером. Мы можем сейчас посмотреть, просто скачав бесплатное расширение, не надо в нем регистрироваться, просто дать доступ. Мы можем посмотреть информацию про разные активы, например, сейчас и про MarsDAO есть, вот как раз вытягивается вся информация по MarsDAO. И тем самым вы можете использовать Twitter как платформу основную, где более 500 миллионов пользователей, и чтобы не создавать свою платформу и притягивать на нее трафик, Inspect является лишь надстройкой для текущей популярной платформы. Ну и, соответственно, как мы видим, интерфейс достаточно простой. Вы заходите в Twitter на страницу какого-то проекта, и как только Inspect увидит информацию и on-chain, и off-chain про этот проект, он показывает вам и график токена, и ссылки на эксплореры, и также какие-то данные по торгам. Ну и, соответственно, вы можете сразу посмотреть членов команды, их социальные профили, какие активы они держат, ну и также какие наиболее популярные подписчики есть у этого проекта. Помимо этого, вы видите одну кнопку «Комьюнити», вы заходите и видите всю информацию о проекте. Тем самым информация доступна не только на странице проекта, но еще и в вашей ленте новостей. То есть, когда вы скроллите ленту, вы можете увидеть, какие-то новые NFT были замечены, и они связаны с пользователями. Вот. А поскольку в последнее время Twitter достаточно открыто движется в сторону крипты, то в дальнейшем увидим намного сильнее возможности у проекта Inspect. Когда, например, MoonPay интегрирует оплату в крипте, то мы сможем посмотреть, как Inspect отлично помогает пользователям покупать крипту с банковской карты прямо на странице Twitter, посмотрев аналитику проекта. Ну и тем самым вы можете строить взаимосвязи между собой и членов команды, и холдеров, и подписчиков, и смотреть, какие, например, NFT купил какой-то кит, у которого идет хорошая динамика по торговле криптоактивов. Ну и следить за самыми популярными сообществами, комьюнити, коллекциями, смотреть, кто растет, кто падает и так далее. И уже 150 тысяч пользователей, это включая и расширение в Chrome, и веб-версию. Веб-версия выглядит чуть более продвинутой, в отличие от Chrome, но также постоянно добавляются новые фичи. Вот. И здесь мы увидим, что есть информация и по токенам, и вот разные сети, и мы можем сразу делать какие-то фильтрации, вот, и, соответственно, можем видеть не только on-chain данные, но еще и
данные из социальных активностей. И 75 тысяч человек уже каждый месяц заходят на этот сайт, смотрят информацию про криптоактивы. И мы, например, можем посмотреть, какие профили есть, какие есть ранки, какие коллекции связаны с этим человеком, что он постил, какие у него были аватарки, связанные с NFT и так далее. Ну и на рынке такого нет. Есть достаточно примитивные платформы для аналитики криптопроектов, но они связаны только с офчейн. Вот. Тем самым Inspect является напрямую бриджом, то есть мостом среди всей аналитики и офчейн, и ончейн. Ну и токен будет использоваться и для доступа к голосованию при стейкинге, и для дополнительного дохода при стейкинге. Ну и также, чтобы вам были доступны новые функции и как бизнесу, и как покупателю, вы можете это все делать с помощью токена. Ну и, соответственно, проект преимущественно зарабатывает от других бизнесов, когда они хотят залистить, например, свой проект на платформе за рекламу, за премиум доступ, ну и также за партнерство. И токеномика достаточно сбалансированная. Мы видим, что капитализация при старте всего чуть больше $1 миллиона, а это обеспечит хороший и стабильный рост проекта после листингов. Ну и разбавленная капитализация всего $12 миллионов, а это очень сбалансированное при таком рынке. Вот. Ну и, соответственно, распределение токенов достаточно взвешенное. Мы посмотрим на Medium. Тут перечислены все крупные партнерства проекта, и они действительно крутые. Например, и с Polygon, и с Ghost Foundation, и с кофаундером DAO Maker, который стал их адвайзером. Вот. Мы также увидим каких-то достаточно публичных криптоэнтузиастов. Популярный сервис Ethermail, Web3 версия веб-мейлинг-хостинга. И также MoonPay, например, который будет партнериться дальше с Твиттером. Ну и также команда проекта делала очень крутые коллаборации. Например, если вы слышали о коллекции Pangea Penguins, то именно маркетологи этого проекта достигли партнерства с одной из самых крупнейших вообще сетей в Америке по ритейл-магазинам, это Walmart. Вот. И также, если мы посмотрим соцсети проекта, например, Twitter, то мы заметим достаточно большую активность там и по подписчикам, и по просмотрам постов, и по каким-то новым фичам. Например, на прошлой неделе вышла фича Earn, вот, и тем самым мы можем не только голосовать, например, за листинг токена на этой платформе, но можем еще и участвовать в социальном квесте, который поможет получить дополнительные преимущества, а именно airdrop токена при выполнении каких-то достаточно простых заданий, связанных с использованием сервиса, подпиской на его в разных соцсетях, ну и также добавлением своей аудитории к проекту. Всем спасибо, надеюсь, вам проект понравился, пишите комментарии, и скоро мы с вами рассмотрим ее поподробнее.